Наш коллега из Краснодарского края Алексей Бензин прислал поистине сенсационную новость. Алексей долгие годы занимается изучением мегалитических сооружений. За это время ему удалось обнаружить множество необычных объектов. Но то, что он нашел в этом сезоне, вызывает откровенное недоумение. Посмотрите сами. Этот странный камень Алексей Бензин нашел на одной из вершин. На камне неизвестным способом нанесены две строчки образных символов. При увеличении можно заметить, что знаки наносились на камень, словно его поверхность была мягкой. При этом символы имеют явно осмысленное значение и несут в себе какое-то зашифрованное послание. Мы не будем делать выводы о значимости этой находки, но уже сейчас можно утверждать, что она может иметь огромное значение для истории и археологии Краснодарского края. Алексей попытался сделать собственную расшифровку таинственных знаков. Далее мы предлагаем вам посмотреть и послушать выводы и анализ, которые приводит Алексей. Если вы хотите получить больше информации, контакт Алексея Бензина указан в описании к данному сюжету. Мы планируем продолжить эту тему и провести собственное расследование. А сейчас смотрите съемки Алексея и его гипотезу о предназначении найденных знаков. Вот этот камушек. Эти рисунки представляют из себя две строчки. Значит, я частично расшифровал. Значит, первая строчка, к сожалению, большому только самое начало. Значит, здесь 6 палочек, 6 камней доставлено сюда. Значит, и дальше идет 6 рисунков, которые, у них такое технологическое, на мой взгляд, назначение этих рисунков. То есть это, наверное, в моем, скорее всего, название камня в ихнем понимании. То есть вот часы, как песочные какие-то, вот палочки снизу поднимет, это какое-то техническое назначение. Так как все камни разные, поэтому все рисунки, естественно, все тоже разные. Но самая сенсация заключается, естественно, во второй строчке. Сейчас я вам ближе покажу. Вот первый символ, чтобы было лучше видно, я, естественно, сразу потом сотру. Значит, вот я стал пытаться расшифровать эти рисунки с точки зрения доставки. И я угадал, попал точно в цель. Значит, смотрите, когда мы пишем на посылке, что надо, кому доставить, куда доставить, да? Вот здесь, значит, смотрите, смысл какой. Доставить нужно вот ему, я не знаю, человек, не человек нарисован, у него очень странная форма голова, не знаю, похоже на какие-то, как в древнеегипетских боги рисуют, там у них что-то какие-то как рога и какой-то шар там между ними, да, вот, какой-то технический момент, на мой взгляд. Значит, то же самое он стоит, видите, он с посохом, и на посохе снизу как какое-то расширение. Опять техническим моментом каким-то, вот мне лично как бы намекает, что это, возможно, какой-то излучатель, который, из посоха он мог как оружие, допустим, да, какие-то молнии извергать. Вот, то есть вот ему надо доставить эти камушки. Теперь смотрите дальше. Второй символ. Нарисован он же, только уже без посоха. Опять, видите, у него какая-то вот голова такая, да. И вот это интересно, у него тут посреди такой, не знаю. Значит, и от него такая вот, видите, полосочка идет. И нарисовано вот такой вот 3 штуки. Значит, это скальный хребет, который идет от Геленджика до Новороссийска. Это вид сверху вот этого скального хребта. Значит, вот он хребет, он здесь острием таким заканчивается. Вот это река Цимец, которая там впадает, да. А вот это место, в этом месте сейчас Небиржаевское водохранилище находится. Но это не водохранилище указано, это 2 реки. Они вот здесь начинаются от горы и соединяются дальше в единую реку. Я не помню название, надо посмотреть, кому интересно посмотреть. То есть это вся граница нарисована по воде и скальный хребет. Смысл заключается в первых 2 рисунках. Надо доставить ему, а он хозяин вот этого скального хребта. Это его территория. Вот сюда надо доставить. Теперь дальше смотрите. Следующий символ. Где находится этот скальный хребет, на какой территории? И вот это указано этим символом. Значит, смотрите, вся эта граница сделана по воде. Вот здесь Черное море, вот здесь Азовское. Здесь в Азов впадает река Дон. Она пошла до Волгограда. От Волгограда она идет уже Волга, она впадает в Каспий. И вот здесь вот Каспий, и вот эта вся граница, она идет по воде. А вот снизу это огорожено горным Кавказским хребтом, который идет от Черного моря до Каспийского. И посмотрите, как точно они даже нарисовано вот это место, где Волга впадает в Каспий, вот эти вот раскаты. Вот именно даже пупырышками. Посмотрите, как гениально. Вот мы бы подписали, допустим, река Дон, Волга там, да,
А они взяли и линию провели. И это знак того, что здесь река. Один момент. Вот этот рисунок, если, допустим, в программе Google Edge выставить по отношению север-юг, то он будет вот под таким углом по отношению север-юг. Вот. А теперь посмотрите. Видите, палочка? Она как раз смотрит вот именно на северо-восток. То есть это север-юг обозначение. Что вот этот рисунок, он должен быть, естественно, ну, север-юг указан. Теперь следующий рисунок. Понятно теперь уже, что вот на этой территории находится вот этот вот скальный хребет. И точное место, где, куда надо доставить, да, непосредственно. Значит, и вот этот символ, значит, смотрите. Вот это скальный хребет, он как раз здесь заканчивается таким острием, он поворачивает чуть-чуть. Вот. И это то как раз место, где находятся вот эти камни, нашлись, да. А вот это два, это расщелины между, в этом месте как раз вот идут две расщелины, они как раз вот такой формы. Вот, то есть это, понимаете, это доказывает то, что те, кто доставлял сюда вот эти камушки, они видели с огромной высоты, как континентальные плиты, так и макушки гор, и для них вот эти два символа, это было ориентиром, куда надо доставить. Ну и как вы видите, здесь еще один символ, последний. Ну, что мы пишем опять на посылке? Кому доставить, куда и кто доставил? Почта России, допустим, и так далее, да? Это в форме птицы. Вот, то есть это знак доставки. Ну, птица, ну, давайте вот без всяких фантазий, да, вот таких шизоидно больных. Вот они могли на птицу на какую-то доставить, ну, общая масса этих камней, ну, где-то тонн 5 примерно. Может, чуть меньше, плюс-минус. Ну, на какую птицу это можно сделать? Вот, то есть это корабль. Смотрите, вот голова у него нарисована, а у него глаз треугольной формы. Ну, у какой птицы может треугольный глаз быть? Это корабль, на котором они доставили вот эти камушки в это место. Николай, приветствую. Меня Алексей зовут. Очень приятно с вами вообще как бы общаться, даже так уважаемый очень человек. Вот. Давайте два слова сначала о себе, потом о находке. Значит, я последние 12 лет проживаю в Геленджике. Ну, мне сразу как стало интересно, вот эти дольмены, вот, и время позволяло, и желание, самое главное, было, как бы, вот. Ну, вот я лазил по горам, мотоцикл горный купил, там, да, потому что на внедорожнике там местами не проедешь. И вот по истечении этого времени я сделал для себя как бы вывод, что это такое на самом деле за сооружение. Ну, вот я думаю, что я прав на 1,000,000,000% и ставил, по крайней мере, в своей правоте уверен точно. Я много смотрел всяких видео на Ютубе, выкладывают версий много, естественно, происхождения дольменов. Но хочу сказать для себя, как бы, что ни одна из этих версий, то, что я смотрел, к истине близко не подходит. Значит, это объекты технического назначения. Но сейчас не об этом. Когда я понял, что такое дольмены, мне стало понятно, что такое другие древние сооружения. Начиная от змеевых валов, звезднообразных насыпей, продолжая там и пирамидальные формы, там и индийские там какие-то храмы, там, да, и остров Пасхи. Также, кстати говоря, да, мне стало понятно, зачем они понатыкали такое количество статуй, что означают разные лица у этих статуй, разный рост, и самое главное, что у них на головах, конечно же, никакие не шапки. И я на этом острове не был, Пасхи, мне достаточно было, чтобы это все понять, буквально 10 минут с фотографией со спутника посмотреть эти места. Да, как бы. То есть, когда стала понятна технология, вот, то стало понятно все сложилось в единую картину, и тут буквально вот месяц назад вот эта находка, как гром среди ясного неба, да, которая подтвердила мои выводы, и она, на мой взгляд, железобетонно доказывает то, что те, кто имел отношение к строительству дольменов, они летали на высокотехнологичных летательных аппаратах. Значит, ну, в двух словах так о находке. Значит, вот для работы этих сооружений, в данном случае дольменов, им нужен был материал дополнительный, а именно черный базальт. Вот. Значит, так как этого материала здесь нету, естественно, его надо было сюда доставить откуда-то издалека. И я нашел на одной из макушек гор, значит, место, там 6 камней лежит, такие довольно массивные,
масса каждого, ну, примерно 700 килограмм, где-то тонна, где-то поменьше. Это все не местная порода. То есть два из них это базальт, черный базальт, зеленый базальт, два варианта гранита, кварц. Вот, значит, и вот на самом большом камне из кварца, который, я вот на него 100 раз смотрел и ничего не заметил. А потом случайно вот решил что-то вот лупой там повнимательнее поизучать его. И оказывается, там рисунок на нем нанесен, надписи какие-то. Да, действительно, значит, прочитать нереально, расплывается в глазах. Я на следующий день приехал с маркером обрисовал. Значит, рисунок нанесен высокотехнологичным методом. Опять, или камень был как пластилин мягкий, выдавили, да, или вот эта штука, которая наносила рисунок, она просто выжгла в кварце вот этот рисунок. Ну, мы же знаем, 1700 градусов должно быть, чтобы... То есть, никакими кострами, печами это объяснить, естественно, нельзя. Значит, рисунок что из себя представляет? 2 строчки. Ну, первая строчка, я считаю, что, скорее всего, вообще нереально расшифровать, потому что там 6 палочек написано, да, 6 палочек стоит, 6 камней доставлено. И 6 рисунков каких-то. Рисунки, ну, похоже, какие-то технологические, технические, скажем так. Я думаю, что, скорее всего, это название, точнее говоря, камня в их понимании. Все камни разные, поэтому все рисунки тоже разные. Вот, ну, мне кажется так. Но вот сенсация заключается во второй строчке. Значит, так как это доставлено было издалека, я, естественно, при расшифровке сразу решил отталкиваться от того, что это, ну, как посылка. Вот. И что мы пишем на посылке? Значит, кому доставить и куда доставить. И вот я угадал, в точку попал. Значит, первый символ. Там нарисован какой-то, я не знаю, человек, не человек. Он стоит с посохом. Посох как бы так вперед у него выставлен. У посоха снизу расширение, прям в самом низу идет какое-то. Ну, похоже на какой-то технический момент. Мне кажется, что это действительно этот посох мог там извергать какие-то, не знаю, молнии, шары какие-то там из плазмы, не знаю. Вот. И голова у него странная тоже какой-то похожа немножко вот как на древнеегипетских богах, там какие-то как рога и посередине шар какой-то. Вот что-то такое похожее, что-то нарисовано. Но нарисовано прям не очень точно. Потому что смысл этого рисунка не точно изобразить его, этого, ну, как бы человека, не человек, не знаю. Просто это, ну, доставка, как бы, да, смысл рисунка, что, значит, доставить надо ему. Это вот первый символ. Второй символ. А кто это, да? Значит, нарисован, опять же, он уже без посоха. От него идет тоненькая линия в бок. И нарисованы какие-то 3 полоски, как-то вот такой немножко сбоку там пиндюлькой такой, да. Я долго думал, что это, а потом я понял, это нарисован вот этот весь горно-кавказский хребет, точнее говоря, не весь, а вот от Геленджика, который идет до Новороссийска, вот 40 километров. Именно вот этот вот хребет нарисован, это вот этот вот рисунок. То есть смысл этого рисунка заключается в том, что этот вот товарищ, да, там, это хозяин вот этой вот местности, вот этого скального хребта. Значит, первый рисунок ему надо доставить, а он хозяин вот этого скального хребта. Исходя из этого, я, естественно, стал следующий рисунок. Значит, и это подтверждает и третий как раз следующий рисунок. А где находится этот скальный хребет? На какой территории, на какой местности? И вот третий рисунок заключается в чем? Значит, вся эта граница, то, что нарисовано, идет по воде. Черное море, Азовское море. В Азовское море впадает Дон. Дон условно идет до Волгограда. От Волгограда уже пошла Волга. Вниз в сторону Каспия и Каспий, да, и вот эта огромная территория вся по воде нарисована, и снизу она отгорожена горно-кавказским хребтом, который идет от Черного моря до Каспийского моря. Нарисовано просто тютелька в тютельку. Даже вот это место, где Волга впадает в Каспий, вот там раскаты вот эти, да, на рыбалку, да, и вот даже вот это место нарисовано. Тютелька в тютельку. То есть смысл, что этот скальный хребет находится вот на этой территории. Значит, следующий рисунок, естественно, я понимаю, что это должно быть уже более точное место, куда надо доставить эти камни вот на этой территории. И я взял макушку горы, ну, опять-таки в программе Google Edge, вот где находятся эти все камни, да, где нашлись они. Вот. И макушка горы по своей форме четко совпадает уже с 4-м рисунком. Прям четко. И для ориентировки еще, значит, у этой горы сбоку нарисовано, ну, как бы расщелина, да, а не так буквой У. И вот именно буквой У на этой вот тоже так же все нарисовано.
прям один в один. Вот, значит, также нарисован север-юг. Вот третий рисунок, где вот эта огромная территория нарисована вся по воде. Значит, если ее в программе Google Edge выставить ровно по отношению север-юг, эту территорию, то тогда вот этот рисунок, он будет как бы под наклоном в сторону северо-востока. И как раз рядом с этим рисунком на камне стоит палочка, которая смотрит на северо-восток. То есть это север-юг даже нарисован. Ну и последний символ во второй строчке, это что-то какое-то, я долго думал, что это такое, что это, ну, похоже, как вроде как птица, а и вроде не птица, но что-то такое. Ну а потом я вспомнил, а что мы пишем на посылке? Кому доставить, куда и кто доставил, из Почты России и так далее. Это символ доставки в форме птицы. Вот. Но я не верю, что они на птице доставили 5 тонн. Общая масса вот этих камней примерно 5 тонн. Ну что, на какую птицу понимаю? Это корабль, на котором они доставили. И вот, как бы, конечно, этот момент доказать, ну, я считаю, что практически нереально, последний символ, да, корабль. Но вот третий и четвертый символ, там не отмазаться никак, не отбрыкаться никак, ничего не оттрындеться. Это нарисовано все, ну, как бы, то есть смысл в том, что они видели с огромной высоты, как континентальные плиты, макушки гор. Для них эти рисунки были ориентиром, куда надо было доставить эти камни. Ну, потому что эту гору, допустим, это сбоку, снизу посмотреть, ну, как бы снизу, ну, гора и гора, ну, как там поймешь, у нее такая форма изогнутая, да, чуть-чуть там, да, как бы вот со стрием там на конце, да, естественно, никак это не... Это можно увидеть только сверху. С огромной высоты, ну, не знаю, 200-300 метров минимум. А континентальную плиту, вот эту вот границу всех рек, морей, да, ну, еще с более большей высоты. То есть это железобетонный факт, на мой взгляд, что те, кто доставлял эти камни, они летали на летательных аппаратах, причем высокотехнологичных. Вот, значит, Николай, я эту находку, ну, скажем так, 12 лет лазил по горам с лупой, там, вот, я ее на блюдечке, вот, пожалуйста, но только вам. Мне хотелось бы, чтобы вот вы лично приехали в Геленджик, вот, и как бы вот все засняли там, да, как бы вот, ну, то, что вот именно вам. Решил именно к вам обратиться, потому что, ну, вот меня никто не знает. У меня канал даже на Ютубе нет. Ну, даже сделаю канал, ну, выложу видео. Ну, сколько там просмотров будет? Мне хотелось бы, чтобы вы эту находку в своих вот видео там, да, как бы вот так осветили, так, чтобы как можно больше народу узнало. Вот. Так что, если вам, как бы, это интересно, давайте, как бы, ну, созвонимся там, встретимся, приезжайте в Геленджик, я вас отвезу, все покажу, все расскажу. Вот. Я думаю, что я вас заинтересовал этим, не знаю.